Всем привет и добро пожаловать на мой канал! Меня зовут Алина, и если вы учите русский язык как иностранный, то я с радостью вам с этим помогу. Сегодня мы поговорим о том, каким образом можно учить русский язык или любой другой иностранный язык с помощью фильмов и сериалов. Согласитесь, это один из самых приятных процессов в обучении, когда ты не просто делаешь урок по учебнику, что для многих скучно и является одной из основных причин, почему люди думают, что языки – это нудное занятие, а смотришь увлекательную историю, которая к тому же состоит из живого языка. И давайте начнем с того, почему это полезно и эффективно. Во время просмотра кино сочетаются одни из основных факторов показателей эффективности. Это первое – заинтересованность, второе – живой язык, и третье, говоря на неформальном языке, когда ты смотришь фильм, тебе не надо напрягаться, то есть не надо напрягать мозг, чтобы понять логику языка, поскольку в этом случае она постепенно улавливается автоматически. Из фильма можно узнать много неформальной лексики, которая составляет большую часть разговорного процесса в любом языке, включая так называемые слова-паразиты, звуки, которые мы издаем по типу «пф» или ритм, произношение, которое можно тренировать с помощью техники теневого повтора. В общем, тот язык, о котором учебники не расскажут. Но если вы меня смотрите не в первый раз, или не обязательно меня, а похожих людей, которые также увлекаются иностранными языками, то уже точно знаете, насколько язык важно слушать, а не просто учить его по учебнику, упражнениям и так далее. Но, вероятно, формат аудио подходит не всем. Мне вот, несмотря на то, что я иногда слушаю подкасты или аудио без видео, когда параллельно что-то делаю, не всегда это легко дается по причине того, что я довольно часто отвлекаюсь и начинаю думать о другом. Мне хочется, чтобы перед глазами была картинка, поэтому иногда вовлекаться в исключительно аудио получается, но на постоянной основе мне бы это было тяжеловато. А есть люди, которые, наоборот, предпочитают в большей степени только аудио, и у них прекрасно получается концентрироваться. Во всяком случае, потребность в аудировании надо каким-то образом восполнять. И фильмы, в частности, отлично для этого подходят. Учить язык с фильмами можно активно и пассивно. Начнем с пассивного способа. Это когда можно улечься под одеялко, включить фильм с субтитрами или без, в зависимости от вашего уровня понимания. Не пытаться перевести каждое слово, а пытаться понять общий смысл, исходя из контекста. И лишь изредка ставить на паузу, только когда становится совсем непонятно, о чем идет речь. То есть это максимально расслабленная манера, точно такая же, как если бы вы смотрели фильм на своем родном языке, не пытаясь углубиться в структуру самого языка. Наиболее подходящими в этом случае будут фильмы, которые вы уже видели и знаете. Может быть, вы его смотрели на своем языке или на иностранном, но в активной манере, то есть разбирали неизвестные слова и выражения и точно знаете, о чем этот фильм. В этом случае вы можете позволить себе упустить детали, потому что и так в курсе происходящего. А можно учить язык с фильмом активно. Это не обязательно предполагает взять тетрадь, ручку, что-то записывать, потом зубрить. Нет. Но в этом случае нам требуется больше вовлеченности, а именно не просто смотреть, так скажем, фоном, когда фильм идет, а вы занимаетесь своими делами, что-то вроде подкастов, а сесть и разобраться, что это за выражение использовал человек и в каких случаях его можно использовать еще. Определить, как переводится вот это слово, которое я уже слышу в 4-й раз, а значит оно важное и его нужно знать. Научиться произносить слово или словосочетание, которое я, оказывается, знала, но все время ставила ударение не на тот слог. И так далее. Прежде всего, для активного обучения, мне кажется, более целесообразным смотреть не фильмы, а сериалы, поскольку не нужно дробить 2- или 3-часовой фильм на несколько частей, чтобы каждую из них подробно разобрать, а достаточно посмотреть одну серию, что будет быстрее и удобнее. Лично я стараюсь выбирать такие сериалы, в которых одна серия идет не более 20-30 минут, и, как правило, это ситкомы. В ситкомах еще плюс в том, что серии между собой там почти не связаны. То есть, конечно, основная часть сюжета едина, и по ходу дела происходят какие-то важные события, но зачастую тема каждой серии отличается от предыдущей.
И если вы не до конца что-то поняли, то на понимание в следующей серии это никак не повлияет, разве что потеряете шутку в моменте. Вообще обожаю ситкомы, это мое любимое занятие в жизни, смотрю, впитываю бесконечно и надеюсь, что когда-нибудь сниму свой ситком. Даже не зря здесь перформансы периодически устраиваю. Хорошая стратегия в этом случае следующая. Смотрим эпизод или кусочек эпизода, как вам удобнее, с субтитрами. Затем возвращаемся и переводим все то, что было непонятно. Есть, кстати, много сайтов, на которых есть встроенные субтитры на обоих языках. То есть вам иногда даже не обязательно самостоятельно искать перевод. Либо же пользоваться специализированными платформами, которые предлагают полноценные инструменты для изучения языка именно с фильмами. Так вот, разбираем непонятные моменты, обращаем внимание на ритм и произношение, с которым говорит персонаж, при желании стараемся его сымитировать. И последним этапом выключаем субтитры и смотрим этот эпизод, уже точно зная, о чем идет речь, и проверяя таким образом себя. Бинго! В итоге вы посмотрели эпизод без субтитров и все поняли. При этом уловили все шутки и, важный момент, поняли, каким образом носитель соединил слова, из-за чего ранее вы не могли понять, что он вообще говорит. Что я имею в виду? Мы все на своих языках говорим быстро, бегло. И сами того не замечая, соединяем некоторые слова так, что для человека, который на нашем языке говорит не так хорошо, как мы, кажется, что это одно непонятное ему слово. А на самом деле это два слова, которых он знает, просто он никогда не слышал, чтобы их произносили в такой манере. А эта манера оказывается наиболее употребительной. Приведу пример. Словосочетание «очень много времени». Как я обычно его произношу, когда говорю с кем-то? Очень много времени. Очень много времени. То есть я фактически убираю окончание от слова «очень». Очень много времени. Или еще слово «потому что». Я его часто говорю как «потому что». Лучше в контексте. Мне сказали, что я не могу пройти, потому что там закрыто. Мне сказали, что я не могу пройти, потому что там закрыто. Слышите? Это не значит, что вы должны говорить точно так же. Абсолютно нет. Но вам нужно хотя бы понять вот эти связки, чтобы признавать их в речи. Тогда пробелов в понимании станет гораздо-гораздо меньше. И по поводу субтитров на своем родном языке. Я их использую только в том случае, когда не понимаю чего-то на иностранном, и мне нужна помощь в переводе. Смотреть фильм на иностранном языке с субтитрами на родном лично я не вижу смысла, поскольку в этот момент я не смотрю фильм, а читаю субтитры. Не пытаюсь понять, как это звучит на иностранном языке, а читаю исключительно на своем. То есть все, что происходит в фильме, для меня становится шумом. Да и удовольствия от просмотра фильма в таком случае никакого. Думаю, что в случае, когда хочется для начала познакомиться с фильмом, перед тем, как по нему заниматься, имеет смысл его посмотреть на своем родном языке, а потом по той схеме, которую я описала. С субтитрами на иностранном, разбор и перевод непонятных слов и предложений и проверка себя, просмотр без субтитров. Как-то так. Расскажите, нравится ли вам учить иностранный язык с помощью фильмов? Какие фильмы на русском языке вы уже смотрели? И с какими сложностями столкнулись при просмотре? У меня просмотр коротенькой серии является частью утренней рутины. За завтраком я обязательно что-нибудь смотрю. Причем достаточно активно, несмотря на то, что ем. А сложнее всего смотреть сериалы на специфическую тематику, например, медицина или юристы-адвокаты, где есть очень много узконаправленной лексики, которую я и в русском-то не всегда знаю. Если вам было полезно, не забывайте ставить лайк и подписываться на канал. Каждую неделю у меня выходит новое видео с советами, уроками, моим личным опытом в изучении иностранных языков и даже иногда бывают театральные представления. Спасибо, что смотрели. Увидимся в следующем видео. Хорошего дня, вечера, ночи. Пока! И третье, говоря на неформальном языке, не надо париться. Не надо напрягаться. Надо радоваться. Не надо напрягаться. Хорошо. Замечательно. Прелестно.